Посмотрите, как прекрасен рассвет в Иудейской пустыне. Природа, как будто благодарность любящим ее, играет своими яркими красками, оттенки которых меняются каждую минуту. Сколько наблюдаем, ни разу не было повторений. Бесконечное многообразие. Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платонова. Всем огромный привет из Святой Земли. У нас в Израиле снова тотальный карантин. Поэтому сегодня мы покажем вам место, в котором живем, и немного о нем расскажем. Как всегда, немного истории. Альмон, так называется наше поселение, на иврите Ишув, был основан в 1982 году сторонниками поселенческой деятельности в пустынном ландшафте над источником Прат. Это место имеет и свою библейскую историю. Мы находимся на обзорной площадке над ручьем Ефрат. Ведь поселок расположен прямо над национальным заповедником Ин-Прат, по дну которого протекает непересыхающий источник. Через поселок проходит дорога в этот национальный заповедник. Недавно отремонтированная дорога спускается серпантином. И перед вами одно из самых живописных ущелий. В глубине этого ущелья и протекает источник Прат, библейский Малый Ефрат Иудейской пустыни. Это родина пророка Иеремии. Воды источника несут память о нем и о библейских событиях, происходивших здесь. С начала IV века нашей эры в ущелье ручья Ефрат был основан монастырь, который существует и в наши дни. Это монастырь преподобного Харитона Исповедника, основателя монашества в Иудейской пустыне. Сейчас здесь находится скит преподобного Харитона Исповедника Русской Православной Церкви за рубежом. Заповедник оборудован скамейками и столами для отдыха в роще эвкалиптов. Жители нашего поселка, особенно старожилы, приезжают сюда рано утром в субботу на завтрак. В небольшом бассейне можно освежиться и распугать форель. Память о тех библейских временах новые жители хотели назвать свой населенный пункт Анатот по названию древнего еврейского города. Но не все желания сбываются. Правительственный отдел по названиям предложил имя другого библейского города Альмон, который располагался рядом с библейским Анатотом. Так будет правильнее, посчитали специалисты. Альмон – официальное название нашего поселка, что, впрочем, нисколько не мешает его жителям называть свой поселок Анатот. Муниципалитет Иерусалима был вообще поначалу против его строительства. Утверждали, что нет необходимости в этом поселке, когда строится новый квартал в Иерусалиме в непосредственной близости. Действительно, поездка до Иерусалима занимает всего 7-10 минут. Позади меня, на линии горизонта, за высоким холмом, видно две башни колоколен. Вот первая, немножечко правее, это Августа Виктория, колокольня немецкого лютеранского монастыря и госпиталя, соседствующая рядом с ним. А левее так называемая русская свеча, 64-метровая колокольня русского Спасо-Вознесенского женского монастыря на вершине Елеонской горы. Наш поселок разделен на 5 микрорайонов, каждый из которых имеет название по буквам еврейского алфавита. А названия улиц посвящены природе Иудейской пустыни.
улицам Альмона разгуливают пустынные лисы, соперничая с кошками за еду. Скалистые зайцы, такие очаровательные и милые с виду, совершают набеги на палисадники и опустошают их, к огорчению хозяев этих домов. Газели могут выскочить прямо на дорогу перед машиной, проскочив мимо на своих пружинных ножках, только успевая ее заметить. Бывает, и дикобраз проползет, и не дай бог спугнуть его, сразу выпустит свои иглы. Такое неоднократно бывало с любопытными собаками. Прогуливающиеся кабаны тоже здесь бывали, и к недоумению и опасению граждан. Остерегаться надо и ядовитых змей, и пауков, и скорпионов. В поселке живет даже змеелов, и по необходимости его вызывают на помощь. Я лично видел, как он поймал очень опасную змею Эфу. К нам во двор тоже заползала змея, но наши дворовые коты с ней по-своему разобрались. В непосредственной близости от домов жителей расцветают весной эндемические полевые цветы. Это прежде всего ирисы, темно-бурые, характерные для иудейской пустыни. Место произрастания нескольких таких клубниц охраняется у нас государством. Особо красивы эти места в марте-апреле после зимних дождей, покрытые красным ковром анемонов и других полевых цветов. Эти заповедные места не перестают удивлять, радовать и даже поражать своей неповторимой красотой в течение года. Сейчас мы покажем вам некоторые видео, которые удалось снять в разное время. Несколько лет назад построили новые районы. Появилось много молодых семей, и поселок наполнился маленькими детьми. Совсем маленькие жители поселка любят побегать и поиграть на таких ярких детских площадках возле домов. Вот это дерево оливы, называется Эц Амоцицим Шеляну, то есть дерево наших сосок. Есть такая традиция.
Каждый маленький ребенок, прощаясь со своей соской, приходит с родителями к этому дереву. Вот здесь написано небольшое стихотворение на прощание и вешают свои сосочки вот сюда, на ветке этого дерева. Вот что здесь написано. Я прочитаю вам на иврите. «Зеу аник варгадоль, велеистадер блимацец яхоль». עזרת לי מאוד, אבל איני צריך אותך עוד. אז ביי ביי מוצץ, תהנה לך על העץ. Сейчас я вам переведу, о чем здесь говорится. Все, я уже большой. И справлюсь без тебя, моей дорогой. Ты помогала мне многие дни. С тобой намного легче были они. До свидания, моя соска. Отдохни ты здесь немножко. Наш маленький 3-летний сосед тоже был здесь и прощался здесь со своей соской, в надежде, что вот он уже большой. Но ночью его родители летели сюда на машине, потому что их сын был безутешен в скорби по своей дорогой подруге и требовал ее назад. Сейчас он уже первоклассник и вряд ли вспоминает о соске, ну, может быть, иногда. Альмон – это не религиозное, а светское поселение с примерным населением 1400 человек. Но синагоги у нас построены, потому что, несмотря на обозначенный светский характер поселения, есть достаточное количество религиозных жителей, их посещающих. У нас в поселке есть лошадиная ферма, в которой совсем недавно родился жеребенок. А также уголок живой природы для детей, спортивная площадка и даже винодельня. Есть ясли и 2 детских сада, но нет школы. Есть пиццерии и кафетерии, но нет продуктового магазина. Обещают, что такой все же скоро появится. И даже есть семья, готовая взяться за это нелегкое дело. Мы очень любим наш поселок за его уникальную и неповторимую атмосферу, добрососедские отношения, покой, тишину и красоту его сурового горно-пустынного климата. День клонится к закату. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь спонсорами нашего канала. Нам необходима ваша помощь. Благодарим тех, кто уже это сделал. В описании фильма есть ссылки на то, как стать спонсором канала. Всего доброго, будьте здоровы и до новых встреч через неделю.